Всем привет! Вы на канале Аудиофонд, и сегодняшний ролик записываю, чтобы не забыть, чтобы построить рассказ, потому что будет очень много событий, про которые нужно рассказать. А сам этот ролик выйдет, скорее всего, не через месяц и не через два, а по завершению того проекта, который я начинаю. Тема будет посвящена в кои-то веки мастерской. Мы будем возрождать мастерскую, правда, немножко уже в новом таком обличии, в новом виде. Итак, нужно как-то подвести, с чего-то начать. Те, кто на канале давно, в принципе, знают, да, что неразрывно вместе с обзорами, то есть на этом канале присутствует техническая часть, просто ввиду того, что так уж повелось, да, то есть когда я столкнулся с миром советских приборов, в какой-то момент я их стал собирать, и где-то на втором или третьем приборе, то есть у меня возникла необходимость в том, чтобы их ремонтировать, потому что приборы из СССР, даже если они хранились, в общем, звучат достаточно плохо, то есть они требуют глубокой профилактики, а чаще всего восстановления и ремонта. И вот где-то на втором или третьем приборе, то есть Юность 21, Электроника М25, вот первые мои приборы, Том 1501, то есть они все требовали ремонта либо профилактики. То есть и ввиду того, что я и до этого как бы увлекался достаточно там серьезной электроникой, да, то есть как-то так повелось, что я на канале стал рассказывать про устройство приборов, потому что, ну, раз я их ремонтирую, то почему бы и не показать. И в итоге все это как-то так слилось воедино, что я покупал приборы, восстанавливал приборы и снимал обзоры, да, то есть, ну, потом прибор иногда продавал.
Ну, а что-то оставалось и до сих пор остается в моей квартире. И это уже хобби позже превратилось в небольшой такой способ, ну, скажем так, подработки, да, не заработок в чистом виде, потому что, ну, как бы нет такого особого спроса на всю эту историю там, где я живу, и, ну, возникала необходимость. И я ради интереса, скажем так, брал даже иногда в ремонт некоторые приборы, которые чисто мне было интересно разобрать. Вот. Таким образом у меня появилась некоторая мастерская. То есть, опять же, ввиду необходимости и сложности ремонта тех или иных приборов СССР, мне приходилось там докупать какое-то оборудование. То есть, у меня таким образом я, например, себе закупил электрический оловоотсос, еще какие-то приборы, то есть, ну, осциллограф, там, понятно, то есть, тестер микросхем, ну и по мелочи, по мелочи. Рентабельность этого всего мероприятия была такая себе, но и канал как бы денег не приносил, поэтому, ну, скажем так, даже небольшая денежка, которая поступала за ремонт приборов, она уходила там на покупку света, например, на покупку какой-то фототехники. В этом плане канал денег достаточно много тянет. Но в какой-то момент жизнь и обстоятельства привели к тому, что мастерская закрылась. То есть мне пришлось ее остановить, потому что много событий, события 22 года, все в жизни поменялось, были очень неопределенные события, да, и вообще рентабельность этого всего мероприятия, ну, свелась к нулю, да, скажем так, расстояния совершенно другие, неизвестная логистика, неизвестная жизнь, то есть мастерская на тот момент, ну, не имела никакого значения. Вот, и эти годы, соответственно, мастерская была на консервации, скажем так. Сейчас за моей спиной можно увидеть, что часть приборов я уже достал и активно использую. То есть сейчас, например, недавно я восстанавливал свой Opus, который приказал долго жить. Сейчас мне предстоит восстановить Estradin 230, который тоже почему-то приказал долго жить. В общем, занимаюсь пока своими приборами. Более 2 лет, не такой-то малый срок. Я думаю, те, кто на канале обратили внимание, что регулярность выхода видео очень сильно была нарушена, как раз таки была она нарушена в связи с тем, что нужно было как-то жить. То есть, соответственно, была работа, даже не одна работа, а 2 работы, которые практически полностью забрали вообще все мое время. То есть не оставалось времени на канал, на ремонт и вообще ни на что времени не оставалось. Практически все время было посвящено работе, перемещению на работе, бытовой жизни и так далее. Но я уволился, и сейчас у меня как раз таки переходный в жизни момент. У меня есть время на то, чтобы заниматься тем, что я люблю. Вот, и поэтому, соответственно, будут выходить снова ролики на канале. И один из важных планов, который у меня стоит в очереди, да, это каким-то образом возродить мастерскую. Вот как раз таки про это я и хочу поговорить. Уже многое я сделал на пути к этой цели, да. Не совсем понятно, все ли получится или нет, но в любом случае какие-то действия нужно предпринимать, и я их предпринимаю, потому что лучше что-то сделать, чем потом винить себя за то, что не сделал, не попробовал. Понятно, что моя цель это каким-то образом, да, то есть сделать так, чтобы мастерская, да, она продолжала свое существование. Я прекрасно понимаю и осознаю, что в текущих моих условиях нет смысла заниматься ремонтом приборов так, как я делал это ранее, потому что ввиду сложности логистики и увеличения расстояний, плюс пока что все-таки мы изолированы, ну, в логистическом плане, скажем так, да, то есть это все очень дорого, поэтому я пока не вижу смысла, например, ну, заниматься ремонтом приборов СССР так, как я занимался этим ранее. К сожалению, город, в котором я живу, город Мелитополь, да, он находится очень далеко от каких-то крупных городов, то есть это не Москва, это не Санкт-Петербург, где есть некоторое сообщество и где вот производство и даже ремонт советских приборов может как-то существовать ввиду простоты, скажем так, логистики, доступности заказа запчастей и так далее. Здесь с этим всем очень плохо. То есть помимо того, что будет сложно сюда что-то доставить и отправить, соответственно, обратно, также есть большие проблемы, например, с запчастями, да, то есть все та же логистика, то есть если посчитать, скажем так, все это уже в каком-то денежном эквиваленте, стоимость такого ремонта с отправкой прибора сюда, она, ну, не рентабельна, она не имеет смысла. Намного проще обратиться к кому-то в Москве, либо в Санкт-Петербурге, либо кому-то в вашем городе, то есть вам помогут, ну, ближе и дешевле, скажем так. Не знаю, как насчет квалификации, опять же, хоть в Москве, в Питере я знаю людей, которые достаточно компетентны, чтобы восстанавливать хорошо и модифицировать приборы СССР, но, ну, что есть, то есть.
И что нам остается? То есть мастерская есть, но ремонтировать в ней нечего. Вот. Я не занимаюсь ремонтом бытовых приборов и так далее. Опять же, эта сфера не сильно-то и востребована в нашем городе. У нас существует буквально там 2 мастерских, которые занимаются там вот ремонтом бытовой техники. 2-3 годами ранее я пришел к тому, что мне пора бы уже выпускать какие-то свои вот киты, может быть, приборы и так далее. И я даже пробовал это сделать. Например, вот в этом марше установлен MIDI-кит, моего изготовления, скажем так, первая проба пера. Достаточно он такой был сложный. В принципе, сейчас я понимаю, что его можно было упростить, сделать дешевле. Были заказаны даже платы, я про это все рассказывал. То есть вот у меня есть в Китае платы, которые не распаянные, которых есть достаточное количество. Это универсальный, скажем так, MIDI драм-триггер на 8 каналов, который можно устанавливать в электронные барабаны СССР и не только. Вот. Из особенностей этого MIDI-кита то, что он поддерживает Velocity, по крайней мере, в дорогом варианте. Там на плате можно использовать как хороший ЦАП преобразователь, так и просто триггерить каким-то уровнем сигнала, как это делают примитивные устройства, но он 8-канальный, он работает, все с ним хорошо. Вот. Но приборы эти я не собрал до конца, потому что, опять же, произошли вот такие обстоятельства в моей жизни. Я думаю, вы уже догадались, что я подвожу к тому, что единственным сейчас более-менее разумным каким-то вариантом, имеющим право на жизнь, но это не точно, является производство каких-то своих плат, возможно, приборов, да, то есть, что я могу, что я умею. Но даже тут возникают некоторые сложности, которых раньше у меня не было. Возьмем производственный цикл даже такого простого устройства, как MIDI-кит, да, то есть нужно закупить детали, это проблема, но, в принципе, решаемая, да, то есть второе, нужно нарисовать платы. Это тоже решаемо. Это я могу, это я делаю. Прототипирование тоже могу, делаю. И после выявления всех сложностей, то есть идет финальное производство платы. То есть раньше с этим было проще. То есть мне было достаточно заказать платы где-то в Китае, оплатить, и через месяц приедут вот такие замечательные платки хорошего качества, с хорошей маской, с хорошей шелкографией, с переходными отверстиями, двусторонние и так далее. Сейчас у меня такой возможности нет. Я думаю, вы знаете про сложности сейчас вообще производства плат в Китае из РФ, то есть нужно использовать посредников и так далее. То есть, в принципе, в РФ это все возможно, но не для меня, потому что доставка производится либо через посредников и почту, либо через ДЭК, либо еще через что-то, а у нас из доставок практически все это отсутствует, либо вызывает огромные логистические моменты, нужно обращаться через людей, через других людей, через посредников. В общем, и стоимость этого мероприятия, соответственно, тоже растет. Стоимость и срок, то есть нет контроля, в общем, сложно. То есть даже в таком простом моменте, как производство плат, у нас возникает проблема, которой раньше не было. Я долго думал над этим, и в принципе пока что выход я вижу один, это делать платы самостоятельно. То есть это уже более разумный вариант. Да, здесь придется немножко подвинуться в качестве, но я знаю людей, которые успешно в домашних условиях делают двусторонние платы с нормальной маской. Некоторые это даже делают с шелкографией, но это требует от меня уже расширения инструментария и, соответственно, обучения, скажем так, новым способом работы. По инструментарию имеется в виду какой-то более предсказуемый и автоматизированный процесс производства плат. И на текущий момент я пришел к решению, что самым разумным вариантом является изготовление ЧПУ для засветки фоторезиста лазером. Для засветки фоторезиста для производства дорожек и для засветки, соответственно, маски. Это способ, который подходит для двух этих техпроцессов. По шелкографии я пока еще не разобрался, какой способ удобнее, но вот этот процесс и результаты, те, которые я увидел у других людей, которые повторили данную историю, меня устраивают. То есть можно получить, в принципе, достаточного качества двусторонние платы для производства каких-то уже приборов в домашних условиях. Но это потребует создания, скажем так, вот такого ЧПУ. И это один из пунктов плана, который сейчас у меня присутствует в списке дел. Следующий момент, связанный с производством плат в домашних условиях,
гальванизация, то есть создание переходных отверстий, шелкография. Ну и, соответственно, там же рядышком стоит вообще в производстве плат, момент автоматизированной промывки, так как это сделано на производствах. В принципе, если изучить линию производства плат крупного производства, можно понять, из каких основных этапов состоит вообще процесс. Как создается маска, как она засвечивается на фоторезисте, как это все вытравливается, как это все проявляется, как это все промывается и вытравливается. И, в принципе, можно взять из этого процесса этапы, которые мне нужны. Мне нужны, соответственно, это нанесение автоматизированное, засветка автоматизированная, промывка мне нужна, и засветка потом фоторезиста. Вот. Я думаю, с служением мы как-нибудь разберемся. Переходное отверстие стоит под вопросом. Процесс химически, в принципе, тоже понятный, но достаточно сложный. Поэтому, я думаю, первое время можно обойтись без него. Достаточно будет, например, пропаивать просто насквозь отверстие контактами. Это будет, в принципе, рабочий альтернативный способ. Моя задача получить плату достаточного качества, то есть защищенную от внешних химических всяких воздействий, скажем так, плату, пригодную для SMD монтажа. И здесь мы подходим к третьей цели, которая у меня стоит в ближайшие месяцы. Это автоматизированный монтаж SMD компонентов. Почему важен этот момент для меня? Потому что производство любой платы, если это делается руками, то есть если все паяется руками, точками, то есть это время. А время — это затраты. Понятно, что если это мое время, то и оценивать я его буду соответствующе. И исключив этап ручного монтажа хотя бы SMD компонентов, мы тем самым удешевляем производство и тем самым делаем более доступными для конечного потребителя, для энтузиастов музыкальной сферы, например, прибор, либо плату, скажем так. Нужно понимать, что очень дорогие приборы никто покупать, скорее всего, не будет. То есть хочется сделать доступным установку вот такого модуля практически каждому музыканту. Вот. Кстати, стоит Roland D20. Это видео, скорее всего, вы увидите уже по финализации всех или части этапов, про которые я сейчас рассказываю, А сейчас же я пишу обзор на вот этот замечательный прибор, на Roland D20, и, скорее всего, на тот момент, когда выйдет это видео, этот обзор будет уже на канале. Также, скорее всего, к тому моменту уже будет готов сайт, на котором я буду агрегировать информацию по ремонту, по нашим приборам, то есть потому что очень много поступает одинаковых вопросов, например, дайте схему, либо покажите, как выглядит там плата какого-нибудь TOM 1501, либо какие-то моды и так далее. И сейчас уже есть некоторое количество информации, которую можно сагрегировать и поделиться. Сайт будет пока что на текущий момент в виде Википедии, то есть в которой будут агрегированы статьи по приборам, с которыми я сталкивался и на которые обзоры либо ремонты я снимал. То есть понятно, что там будут по каждому из приборов сагрегированы все видео, потому что очень часто люди, попадая на мой канал, то есть даже не пользуются поиском, и задают одни и те же вопросы, например, как отремонтировать клавиатуру прибора. А видео по такой теме уже давно есть. Либо как подключить советские синтезаторы. Видео такое на канале есть. И поэтому, я думаю, правильным будет сагрегировать видео по каждому из приборов в каждой статье про этот прибор. Плюс там будут какие-то моменты по доработке, по проблемам, еще какие-то моменты. Когда-то мы пытались на стриме сагрегировать некоторые топ приборов СССР, то есть в каком порядке их покупать. Опять же, там будут, скорее всего, еще полезные статьи. Возвращаемся к производству приборов. То есть MIDI-киты, какие-то доработки, какие-то, возможно, музыкальные приборы, то есть уже собственного производства. Идеи на этот счет у меня уже давно есть. И сейчас самое время заняться реализацией этих идей. В производстве любого прибора, помимо идеи, есть этапы его разработки, соответственно, и изготовления. То есть разработка, в принципе, мне уже давно понятна по части схемотехники, то есть остается лишь решить некоторые вопросы инженерные по конструированию, например, в плане, например, корпусирования. Производство же плат
помимо изготовления самой платы, состоит еще и, соответственно, из монтажа компонентов. Сейчас большинство приборов, которые вы используете, они используют поверхностный монтаж, то есть SMD-компоненты. Они бывают разных типов размеров. Некоторые можно запаять, в принципе, руками при небольшом количестве. Ну, например, вот здесь там что-то около, наверное, 50 компонентов поверхностного монтажа. Вот. На линиях сборки, как правило, этим занимается автоматика. Корпусированные элементы, опять же, есть два варианта. Либо этим занимается автоматика на каких-то крупных производствах, либо этим занимаются люди. Да? То есть и существует такое понятие, как монтаж, точка монтажа. То есть и оплата, как правило, производится по точкам монтажа. Возвращаясь к мелкосерийному производству, в рамках домашней мастерской, домашнего производства, то есть все эти моменты нужно как-то оптимизировать, чтобы не так много времени на это уходило при достаточном качестве, то есть чтобы, опять же, получить более-менее какие-то понятные цены, сроки и так далее. Изучив рынок на предмет наличия ЧПУ для установки компонентов, я очень сильно удивился ценам на данный класс оборудования. Цены эти стартуют примерно от 400 тысяч рублей, то есть 350-400. То есть это сам установщик китайский, собранный, да, и с непонятным софтом и так далее, и так далее. Понятно, что для домашнего производства, которое еще неизвестно, окупит ли себя и будет ли на него спрос, это немного дорого. Поэтому следующее, что я сделал, я стал смотреть, а сделал ли кто-нибудь такую машину самостоятельно. И я нашел. Есть проект, который называется OpenPNP. Это проект с открытым исходным кодом. Такая смесь машинного зрения и управления по G-коду ЧПУ, который, соответственно, устанавливает компоненты. И на сайте этого проекта можно найти реализации различные, да, соответственно, самого ЧПУ, то есть ЧПУ это, понятно, отдельный уже сложный прибор, в данном случае это электрика, механика, пневматический прибор, потому что в данном приборе помимо механики, то есть, например, осей X, Y, Z, есть еще головки, есть пневматика, которая берет компонент и отпускает, есть камеры, которые распознают компонент, есть двигатель, который крутит и позиционирует компоненты, и так далее, и так далее. То есть и реализации, соответственно, здесь могут быть разные. То есть это уже чисто механика. Там есть требования, скажем так, и рекомендации по реализации подобных машин, но четкого готового проекта нет. То есть есть проекты, реализованные другими людьми. И первое, что я сделал после того, как нашел этот замечательный проект, который предоставляет, скажем так, самую сложную часть, это именно машинное зрение и управление прибором, да, то есть программу для ПК. То есть следующим этапом было изучить проекты других энтузиастов, которые собрали уже всю механику, то есть проекты, которые готовы, и посмотреть, что для этого нужно. Сейчас я вам расскажу про то, что я делал, то, что я изучал, и покажу, что у нас доступно для разработки для вот такого мелкосерийного производства из open source, да? А может быть даже единственный. В принципе, я на нем остановился, потому что он целиком и полностью меня устраивает как по качеству, так и по документации, так и по результатам. Это проект OpenPNP, то есть Open в смысле открытый, PNP это Pick and Place, взять и поставить. По-английски еще гуглится по запросу CNC PNP. Есть вот такой замечательный проект. Здесь же можно посмотреть документацию. Документация, как я уже упоминал, здесь на программу. Расположена на GitHub. Здесь много вот статей, каждая посвящена отдельной его части, отдельной настройке темы, потому что этот прибор состоит из многих частей и компонентов, которые помимо того, что должны быть механически реализованы, должны еще быть настроены в этой программе. Ну, давайте что-то вот покажу. Допустим, аттентуаторы, да. Что у нас здесь есть? Ну, здесь рассказывается, как их добавить. Наверное, про все это я расскажу более подробно, когда дойду до этого этапа. Но давайте остановимся сейчас на том, что по каждому из типов используемых здесь компонентов, модулей, здесь есть хорошая документация. Вот, что нас интересует? Первым делом меня заинтересовало реализованные проекты. На самом сайте OpenPNP, то есть есть такая вкладочка Hardware, и здесь перечислены проекты других людей, которые
которые так или иначе реализуют ту нужную механику для работы, соответственно, программы этой. Я их посмотрел все и даже больше. И все, что есть в интернете, оно так или иначе основано на вот этих проектах. Да? То есть, больше скажу, на YouTube можно найти и русских ребят, которые собирали, соответственно, подобные приборы. Итак, давайте посмотрим те проекты, которые расположены на самом сайте. Light Placer, например, да, здесь можно посмотреть видео, здесь можно посмотреть на результаты работы. И здесь, кстати, обратите внимание, размер здесь 0.603 и 0.402. Насколько я понял, после изучения конструкции всех приборов, то есть точность позиционирования компонентов в основном зависит от качества реализации механики аппарата. То есть чем лучше реализована механика, тем большая вероятность того, что вам удастся достичь высоких скоростей и филигранной точности. То есть, ну, как мы видим, вот в этом проекте удалось добиться точности 0.4-0.2 расстановки. Это очень. А для мелкосерийного и тем более домашнего производства я бы сказал, что это мое почтение. То есть я вообще рассчитывал немножко на другой типоразмер, например, там 12.06, по-моему, да. То есть я свои платы всегда делал для компонентов 12.06, потому что их можно запаять руками, да. Но в данном случае мы идем немножко другим способом, то есть мы будем автоматически расставлять компоненты и зажаривать плату, соответственно, в термопечи. Термопечь — это следующий этап, да, то есть помимо того, что нужно произвести плату, дальше нужно расставить компоненты, соответственно, и следующий этап — это зажарить эту плату по специальному термопрофилю уже, ну, специальной такой печи. Печь, кстати, скорее всего, тоже будем делать самостоятельно, потому что, скажем так, даже небольшая печка китайская стоит там порядка 150-200 тысяч. Смотреть мы не будем, потому что, в принципе, я скажу, что как референсами я выбрал два проекта, которые мне по идее, по механике вот понравились, да, то есть я вот этот проект, например, не рассматривал как референс. Есть вот такая еще машина, здесь, кстати, достаточно неплохая механика, которую потом забрали вот в те проекты, которые я взял за основу. Это, я так понимаю, был какой-то хакатон, потому что сайт называется Hackaday, и, соответственно, изготовили то ли механику, то ли весь прибор, не знаю, здесь как бы не такая подробная инструкция конкретно вот в этом проекте, но здесь зато описана механика. И вот те решения, которые здесь были применены, когда я впервые увидел, я подумал, да, это неплохо, мне нравится. Вот, изучив все проекты, я, кстати, понял, что нет какого-то проекта, где бы идеально все сошлось так, как бы я хотел, поэтому мы будем делать некоторый альтернативный вариант, возможно, даже полностью свой, вдохновляясь, соответственно, другими проектами. Посмотреть, что здесь фотографии, может быть, если зарегистрироваться, здесь можно и увидеть и что-то побольше, может быть, даже документацию, но меня в проектах что интересовало, то есть это детальная документация и желательно наличие всех файлов, то есть STL, степ файлов и так далее, чтобы, если у меня не получится самому разработать какие-то модули, чтобы я мог либо их подсмотреть, либо переделать. То есть, ну, а в условиях дефицита времени возможно просто повторить, да, то есть, ну, самый простой способ — это повторить чье-то, да, но мы будем, конечно же, стараться внести какие-то изменения. Так, следующий проект я не смотрел вовсе. Дальше смотрим. Это у нас OpenPNP Ричарда Клингера. Кстати, тоже достаточно неплохой проект. Я уже по мотивам всего этого сейчас понимаю, да, что здесь должна быть механика обязательно на рельсах. То есть использоваться хивиновские компоненты, ну, либо аналоги хивиновских компонентов, то есть потому что у многих людей порталы, например, катаются там на трубках и так далее. Это тоже вариант, но чем жестче будет конструкция и чем унифицированней, да, то есть тем проще ее будет собрать и чем точнее она опять же будет. Здесь, в принципе, можно вот наблюдать стандартные части, которые есть практически в любом ЧПУ для этого реализованы. То есть вот это у нас лоточек для сменных насадок, я про них чуть позже расскажу. Это у нас такие элементы напечатанные, в которые вставляется вот, ну, не бобина, а часть, полосочка, да, с SMD компонентами. То есть вот можно увидеть здесь полосочки разных размеров. Они бывают разной ширины, понятно, если компоненты разных размеров. Вот. Здесь конкретно реализация с одной головкой, в большинстве случаев две головки, то есть, ну, для быстроты работы и, например, для параллельной работы с разным размером компонентов, чтобы не терять время на смену головки. Я вам сразу скажу, что OpenPNP имеет возможность настройки с любым количеством, я так понимаю, головок, но
Но в основном я вижу, что стоит везде две, потому что я сейчас уже могу сказать, что достаточно дорого это все. Вторая проблема — это электроника, которая берется здесь за основу в основном. Там нет нужного количества каналов, скажем так. Ну и это, скажем так, альтернативный по скорости вариант более-менее. Даже на средненькой механике на одной головке удается более 500 там, компонентов установить SMD-шных. Это, в принципе, нормальная скорость для мелкосерийного какого-то производства. Да, это не десятки тысяч, так как это сделано на производственных ЧПУ, pick-and-place машинах, да, но для дома это вполне себе. В общем, здесь стандартная история. Я чуть позже уже покажу механику, но стандартная история с одной головкой. Да. Используется V-образный профиль, так называемый V-слот. Это такой экструдированный алюминий, то есть который предназначен для быстрой как раз таки сборки всяких вот таких вот ЧПУшек, потому что под них разработаны всякие крепежи, компоненты, и с помощью них можно быстро собрать некий каркас для 3D принтера. Ну, например, вот здесь можно увидеть уголки, бывают пластины, бывают крепления под двигатели, но вот здесь, например, ну, в принципе, минимизированы какие-то печатные компоненты, то есть для сборки, в принципе, любого из вариантов потребуется при 3D принтер. Про это сейчас я дальше тоже расскажу. Этот проект меня, в общем, тоже не вдохновил. Здесь можно посмотреть вот сбоку, увидеть, что используется вариант электроники на прошивки Marlin. Опять же, в этом всем вот нужно было разбираться. Здесь, кстати, из интересного экран. Вот это чуть ли, наверное, не единственный из проектов, которые тут есть, который с экраном. Ну, в принципе, обязательности какой-то нет в установке экрана, потому что мы устанавливаем компоненты в любом случае с помощью ПК, и там все и так будет отображено. Ну, все, что нужно. Там будет вывод двух камер и так далее, и так далее. Но все равно прикольно. То есть здесь видно оси X, Y, Z это не используется. Ось Е — это поворот компонента, нузел — это как раз таки головка. Ну и сейчас вот видно, что устанавливается компонент 100 нанофарад, конденсатор C0805 с названием C2. Это вот сбоку, кстати, помпа, которая используется для создания вакуума, чтобы захватывать деталечку. Первый из проектов, который меня, в принципе, удовлетворил по документации, но она здесь не идеальна. Но здесь есть как минимум описание электроники, аппаратной части, какие-то 3D-модельки. И вообще в целом, если посмотреть на конструкцию, она в принципе достаточно хороша. Смоделирована она в SolidWorks, и вот эти все файлики, они выложены. То есть это очень хорошо. Это я сейчас уже все понимаю, потому что я этому уже посвятил не сутки, не два и не три. Вот, и я знаю, что такое SolidWorks, я знаю все вот эти форматы, потому что это все будет нужно. То есть мне нужно это все знать, чтобы сделать такую машину. Вот, здесь достаточно неплохой дизайн, скажем так. Да, есть спорные моменты. Вот, ну давайте посмотрим какую-нибудь картиночку. Здесь мы уже видим дизайн с двумя головками, и это классический дизайн, который предлагает сайт OpenPNP с таким вот решением. Вот здесь двигатель установлен, и здесь вот не видно, здесь на самом деле вот ремень, к которому закреплены вот эти две головки, потому что подъемом этих двух головок занимается один двигатель. То есть они висят на одном ремне, и он, вращаясь влево или вправо, это как бы ось Z, он поднимает, опускает эти головки. Здесь мы можем увидеть опять же те же самые пневматические захваты. Захваты, кстати, вот тоже существует два варианта. Это фирма Juki. Это проприетарная запчасть производственной машины по установке SMD компонентов. Ну, фирма, я так понимаю, Juki. Выглядит она вот так. То есть это такая головка, и идет некоторый набор головок, то есть разных размеров. То есть разный размер для разного типа компонентов, соответственно. Тоже есть еще самсунговские компоненты, в общем, они по-другому выглядят. Но тот проект, который будем делать мы, то есть я основываюсь на компонентах Juki, потому что я смог их найти. При отсутствии доступа к AliExpress, а это еще одна из проблем, которая у меня присутствует, как вы поняли, у меня не только нет нормальных доставок практически всего, но также есть проблема доступа, соответственно, и к AliExpress, eBay, AliExpress, вернее, там больше проблема с оплатой, с доставкой. То есть я исхожу из того, что мне доступно. Эти компоненты мне найти удалось. Это один из тех компонентов, без наличия которого не имеет смысла вообще ничего начинать. Поэтому пока я не нашел вот эти сопла Juki, да, то есть я ничего не начинал. Так, возвращаемся. Pixie Placer.
Насколько я понимаю, это германский какой-то проект. Здесь что мы видим? Достаточно минималистичный дизайн, тоже основанный на V-слотах. Из плюсов то, что я сейчас вот уже оцениваю как хорошо, это наличие вот хивиновских рельс. И это единственный, наверное, из всех таких вот ЧПУшек, который использует на вот этой станине два рельса, которые установлены перпендикулярны друг другу. В основном используют один рельс. Я так понимаю, что в принципе и одного достаточно. Я видел результаты даже на одном рельсе, но у меня есть там идеи по доработке, которые потребуют, скажем так, выдерживать больший вес, и там потребуется все-таки два рельса. То есть вот это единственный проект, который использует два рельса. Здесь мне пока непонятно, насколько хорошее решение. Двигатель установлен на правую часть, например, да, и через вал он дублирует движение на левую часть. То есть это дает синхронное движение по оси X правой и левой стороны станины. Да. Есть варианты, когда ставят два двигателя, один здесь, другой здесь, и синхронят их просто запараллелив драйверы. Да. То есть, но там возникают такие же моменты, как на 3D принтерах, то есть нужно их синхронить корректно, то есть там должны правильно обмотки быть соединены, тоже интересный момент. Здесь есть такой промежуточный вот этаж, как мы видим, есть этаж 1, этаж 2, да, то есть на этаже 2 у нас размещены те запчасти, которые нужны уже для работы самого прибора, ну, то есть там плата размещена, компоненты, там камера вот здесь. А вся электроника, блоки питания, пневматика, она расположена вот на этом фальш-этаже, который вот здесь вот внизу. Достаточно неплохой проект, вот именно каким-то подобным дизайном, наверное, я и буду вдохновляться, потому что он требует минимального количества профилей, всего, правда, немножко с избытком уйдет на рельсы. Из здесь неудачного, то, что мне не сильно как бы нравится, это вот непонятно, вот здесь, например, избыточно стоят здесь два датчика сенсора вакуума. Хотя практической ценности в них никаких, кроме отображения того, что вакуум есть. Может быть, это нужно для отображения, ну, для визуализации того, что, ну, например, идет какой-то где-то подсос, либо нет вакуума. Но сказать, что прям этот компонент обязательный, нет. В большинстве проектов нет таких датчиков. А датчики эти тоже достаточно дорогие, как бы редкие, найти их еще нужно. Плюс они вес увеличивают. То есть спорненько, но нужно разбираться по ходу дела, потому что я сейчас проблемы решаю поэтапно. То есть изучаю какую-то конкретную часть и уже дальше шагаю. Вот до пневматики я не дошел, вернее дошел, но вроде как там достаточно двигателя, вот этих головок, силиконовых трубочек там и клапана. Это минимум, который обязателен. Вот. И также здесь странный момент, здесь вот как в 3D принтерах некоторых применили вот такие барашки, здесь есть такой ролик для натяжения ремней. Кстати, здесь ремни не нарисованы, здесь вот тут должны идти ремни, здесь и вот здесь, и еще, соответственно, горизонтальный ремень. Ну, понятно, это сделано для того, чтобы, ну, подтягивать, видимо, ремни, хотя это решение тоже такое достаточно спорное, то есть его можно решить немножко иначе. Но, опять же, нужно изучить. В общем, вот это достаточно неплохой проект. Сейчас покажу. Здесь единственное, что мне не нравится, здесь электроника очень так поверхностно нарисована. По поводу электроники. Здесь есть такой компонент, ну, по факту это материнская плата основная, да, которая должна удовлетворять требованиям проекта OpenPNP. То есть, какие требования у этого проекта? То есть, как минимум, это... То есть возможность управления 4 шаговыми двигателями. Я видел проекты, которые собирали на Arduino, то есть есть такая для Arduino надстройка, называется CNC Shield, но там, по-моему, 3 двигателя и 4-й его можно дублировать. В принципе, с одной вакуумной головкой той платы хватает. Ну, насколько хорошо работает, не знаю. Вот здесь конкретно используется плата, прошивка Marlin для платы Big 3 Tech. Это такая плата для 3D принтеров. Сейчас покажу. Версия 1.4. Но версия 1.4, она, в принципе, достаточно доступная по цене. Ну и она минимально удовлетворяет вот тому, что в проекте требуется. Ну, такая вот платка. На ней есть возможность установки 5 драйверов. Это достаточно для реализации вот механики X, Y, Z и 2 двигателей, которые будут вращать головки. Я пошел немножко другим путем, чуть позже расскажу. Так, вот минусы, да, здесь электроника
Вот таким способом вся отрисована. Больше здесь ничего нет. Здесь нет никаких соединений точных и так далее, и так далее. Во всем этом придется разбираться самому. Отреверсил схему, я примерно понимаю, как она должна соединяться, но опять же, от этого решения я отказался. Я примерно блок-схему буду использовать. Здесь что мы можем увидеть? Здесь, кстати, очень неплохо для какого-то базового понимания, что здесь должно быть вообще в электронике данного станка. Есть компьютер с программой. К компьютеру подключены две камеры, верхняя и нижняя. Верхняя камера нужна для того, чтобы позиционировать головку, соответственно, находить место на плате. Верхняя камера здесь нужна для того, чтобы смотреть на компонент и его поправлять, его вот по оси вращения, если его машина некорректно подхватила. Ну и также камера верхняя используется для позиционирования относительно платы, то есть по рэперным точкам, то есть там должны быть такие две точки наискось стоять, по которым машинное зрение будет понимать точное расположение компонента. Далее, что у нас здесь? Есть материнская плата, к которой подключены драйверы для управления шаговыми двигателями. То есть в данном случае у нас двигателей должно быть 5, ну да, так и есть. То есть ось X, ось Y, Z это для перемещения двух головок, и два двигателя left и right это для вращения в двух головках, соответственно, каждой детали отдельной. Далее, вот зачем-то здесь есть эти Vacuum Sensing Modules, которые как бы нарисованы, что они подключены к плате. Для чего они подключены, непонятно. То есть, учитывая, что плата это, опять же, какая-то стандартная плата для 3D принтеров, там немножко модифицируется прошивка, то есть там выключаются всякие подогревы, выключаются температурные диапазоны. Ну, потому что в 3D принтере же там немножко другой принцип, да, там экструдер есть и так далее. То есть там она немножко подрезается по прошивке, и, возможно, вот это используется просто какой-то как ограничитель, либо еще как что-то непонятно. Есть понижающие модули, потому что блок питания в данном конкретно ЧПУ используется на 24 вольта, то есть они используют понижающие модули для управления, ну вот здесь написано, для управления клапанами, светодиодами и помпой. Ну и самим контроллером, скажем так. Есть также релейный модуль, который запускает, опять же, скорее всего, помпу и все вот нужное. Ну, то есть, в принципе, понятно примерно, как это устроено. Ну и блок питания. То есть, вот эта вся схема. Здесь никаких электронных соединений в плане вот это вставьте в пин такой-то, здесь этого нет. Это большой, кстати, минус. Пневматическая схема прибора. Сейчас покажу. Вот. Как здесь отрисовано, вот давайте посмотрим. Здесь есть помпа, есть два клапана, которые управляются электроникой платой, да, то есть, ну, в момент, скажем так, подъема запчасти, то есть открывается клапан и идет всасывание воздуха через вот эти головки, то есть, ну, соответственно, каждую головку по клапану. Есть тройник вот такой, и в этот тройник, как вы видите, вставлен вот этот модуль, который измеряет наличие вакуума, насколько я понимаю, и, возможно, какой-то сигнал отдает обратно на плату, но пользы в этом сигнале нет, потому что во всех других реализациях этого проекта я не нашел, чтобы нужно было измерять там разряжение какое-то. То есть можно вот этот модуль выкинуть, вот этот модуль выкинуть. То есть и тогда примитивная схема, вот она будет выглядеть так. Давайте что-то еще посмотрим. Сейчас Machine Frame, это, насколько я понимаю, это сборка самого стола, в принципе, ну, тут понятно. Так, не будем останавливаться, то есть это первый проект, который я внимательно изучил, рассмотрел, и он неплох. То есть его можно полностью повторить по механике, по пневматике, вот выкинуть некоторые моменты, электронику примерно понятно, какую нужно брать. Здесь есть БОМ, то есть здесь есть полное количество материалов. Вот так он выглядит в оригинальном виде, то есть здесь все болтики, все составляющие, для чего, где, как, и даже есть ссылки на AliExpress некоторые, здесь вот 157 запчастей. Вот, опять же, я внимательно с ним ознакомился, чтобы посмотреть, что мне доступно, что недоступно, что важно, что можно заменить. То есть понятно, что человек дал свой БОМ, но мы будем реализовывать ЧПУ, возможно, в совершенно другом виде, на совершенно других комплектующих, которые, ну, либо сходны, либо доступны нам. Вот. Ну и также я здесь просчитывал некоторые цены, например, вот на профиль экструдированный, да, то есть, ну, там 295 рублей за штуку и так далее, и так далее.
Но наличие БОМа это замечательно, потому что можно примерно осознать объем запчастей, работ, ну и посмотреть вообще, насколько удастся все это достать. Следующий проект, который мне тоже очень понравился, это Panda Placer. Этот проект относится к такому вот промежуточному некоторому виду проектов, то есть это вроде как доступный людям для воспроизведения проект, но не полноценно. Почему? Потому что здесь уже адаптированный проект. То есть здесь, например, электронику ребята выпустили проприетарную. И ты можешь купить кит, то есть и собрать, да. Ты можешь купить у них полностью кит, то есть профили и все нужное, 3D-части, и платы, и собрать, да. Ты можешь купить у них целое устройство, либо ты можешь купить чисто платы, а все остальное напечатать и собрать. То есть он подразумевался как раз таки отправкой китом, потому что вот у них есть документация, и она здесь пошаговая, то есть возьмите запчасть А, там вставьте туда и так далее, и так далее. Так, ну там прошейте прошивку. Минус для нас какой? То есть они используют проприетарную свою плату, да, которую не выкладывают в открытый доступ, и ввиду этого, соответственно, этот проект мы чисто вдохновляемся им по устройству. Ну, здесь хорошо описано количество нужных аксессуаров, то есть вот именно для реализации этой машины здесь из интересного разработанные собственные фидеры. Фидеры это вот то, что подает компоненты. Они бывают пассивные, это когда просто положил, ну, эту полосочку с компонентами, и с нее машина забирает компонент. А бывают активные, то есть когда катушка, например, стоит, и она автоподачу делает, то есть разматывается, снимает пленочку защитную, то есть, ну, условно говоря, уже такой более автоматизированный процесс. Они тоже электронные, они, ну, чем больше фидеров, чем лучше, потому что можно, например, ну, там как-то 40 номиналов каких-то установить и собирать любые платы, которые используются в рамках вот 40 номиналов. Ну вот здесь, например, около 10 номиналов, то есть мне достаточно 10 подач и 10 фидеров. Вот. Ну, сейчас здесь бы картинку показать вам. Здесь интересный проект достаточно, но он немножко иной. То есть, видите, он такой двухэтажный и намного более вертикально вытянутый. Почему? Потому что здесь вот в этом месте расположены фидеры. И он такой рассчитан немножко как раз таки уже под более, скажем так, серьезную работу, то есть, ну, в плане автоматизации, то есть автоматическая подача, большое количество компонентов и так далее, и так далее. Ну, вот здесь описано все, что нужно, как это все собирать, ну, в общем, можно повдохновляться. Здесь вот давайте посмотрим, как здесь реализована голова. Но на каждую часть, в принципе, есть вот какое-то описание. И здесь можно, кстати, вот увидеть компоненты. Это нижняя камера, это, соответственно, блок головок. Он здесь реализован на рельсах. Достаточно, кстати, классно. Идея хорошая. То есть два маленьких хивиновских рельса. И здесь можно более подробно посмотреть конструкцию, примерную, типовую мехатронику, да, то есть понятно, что реализация она может быть разная. Эта голова может быть полностью напечатана на 3D, она может быть она может быть изготовлена из алюминиевых пластин, то есть способов много, каждый выбирает свой. Но принцип примерно один и тот же. Здесь монтируются два двигателя, которые ездят по вот двум рельсам, которые висят на одном ремне, и в зависимости от верчения головой, в зависимости от направления вращения оси Z, да, то есть поднимается правая либо левая голова. Ну, также здесь можно концевик увидеть, да, и вот в эти двигатели, это двигатели непростые, это двигатели, ну, там, NEMA 11, NEMA 8, у них полый вал, то есть у него вал проходит насквозь, и в нем есть отверстие для того, чтобы сверху подключить трубку, а снизу, соответственно, вот этот вакуумный захват, вакуумное сопло. Вот, по-английски Hollow Shaft Motor называется, кажется. Вот, ну, в общем, здесь хорошая реализация, мне очень нравится, вообще неплохо сделано. Вот, кстати, можно увидеть валы двигателей, вот, видите, с отверстием, и там еще и резьба. Так, здесь расположен, как пневматика у них расположена, в общем, все объясняется, то есть этот проект достаточно хорошо продуманный. Минусы, вот то, про что я говорю. Здесь, например, используется гибкий шлейф, как вы видите. Опять же, шлейф стандартный, но платы,
которые расположены, компоновка нестандартная. То есть вот эта плата продается, то есть ее изготовить самому нельзя. То есть придется реверс инженерить. Может быть, и я к этому приду, что придется как-то делать свои платы, потому что, например, некрасиво, когда большой жгут проводов там катается за головой, плюс этот же жгут проводов может влиять на механику, на мехатронику. В этом плане, например, решение со шлейфом мне больше нравится, потому что шлейф, особенно легкий, он никак не должен влиять вообще на перемещение головы. И здесь вот все рассказывается. Вот, кстати, можно увидеть обратную. Вот эта плата устанавливается в этом проекте на заднюю часть головы, и к ней подключаются все аксессуары. Это 2 двигателя, клапаны, они тоже там расположены, 2 камеры подключаются и шлейф, который уже соединяет с материнской платой этот, скажем так, блок. И, кстати, здесь и драйвера расположены зачем-то на голове. Не знаю, хороший это вариант или нет. Пока непонятно, с какой целью, да. То есть в идеале сильно голову не нагружать, потому что не совсем понятно зачем. Здесь, кстати, в проекте тоже есть вот вакуум-сенсор зачем-то. Может быть, я чего-то недопонимаю, потому что я пока что не нашел потребности в сенсоре вакуума какой-то. Пневматика здесь описана, вот все установлено. Здесь, да, тоже, кстати, есть вакуумный сенсор. Зачем-то они его используют. Только здесь какой-то, видите, наплатный сенсор используется. Может быть, это как-то применяется для определения того, что деталь действительно захвачена. То есть логично, что когда деталь не взята захватом, то есть у нас, скажем так, плюсовое разрежение. И когда детали мы взяли, то есть у нас должно увеличиться разрежение. Вакуум должен появиться. Здесь вот можно увидеть, как пневматика подключается. Здесь вот такой специальный есть фитинг, который 360 градусов вращается. В общем, это все уже, благо, я нашел. Это самое, кстати, такое вот то, что сложно найти. Вот, и так далее и тому подобное. Вот, кстати, по плате. Сейчас. Это, кстати, модуль можно увидеть. Там и головки паркуются. То есть, ввиду того, что есть разные типы головок, их нужно где-то парковать. Это, скажем так, такое место парковки для 4 головок. Вот. То есть, минус этого проекта, помимо того, что он вертикальный, на него нужно больше профиля и так далее, это в том, что он проприетарные платы использует. Вот. Но сам проект, например, узлы здесь подачи, вот эти фидеры достаточно интересные. То есть тоже можно повдохновляться будет потом, но мы сейчас идем по пути наименьшего сопротивления, нам бы хотя бы повторить минимальную конфигурацию ввиду всех ограничений, которые у меня есть, скажем так. Исходники 3D файлов, кстати, тоже дают. То есть можно открыть, сейчас посмотрим, да, STL-ку, то есть эту STL-ку, то есть можно дома распечатать, если у вас есть 3D принтер, либо можно понести в мастерскую по 3D печати. Здесь есть и прошивка, но не дается плата сама, соответственно. И толку сейчас вот от этого мало. То есть механику можно собрать. А нам сейчас как раз таки это и нужно. То есть с электроникой я уже разберусь, вернее даже разобрался, больше вам скажу. Так, еще один проект, который есть в интернете, но почему-то его нет на сайте OpenPNP, это Opulo Lumen. Это, кстати, максимально классный вариант, но тоже в некоторых моментах сложный. Почему максимально классный? Это тоже такой open-source проект, он допиливается до сих пор, это паренечек из Великобритании его делает, и он его до сих пор разрабатывает. Он уже претерпел достаточное количество итераций, которые применялись по, скажем так, пожеланиям, патчам сообщества, поэтому, наверное, это проект, который максимально профиксили, максимально универсальный, максимально хорошо и оптимизированно сделанный. Как вы видите, здесь тоже конструктив вот с 2 головами, потому что это такой практичный достаточно вариант по скорости, по оптимальности закупки запчастей. Вот, он очень напоминает по компоновке, по размеру Pixie, да, но он намного более аккуратный, здесь немножко другая мехатроника. Вот этот вариант уже с рельсами, а первые варианты этого проекта я находил, они были на
на валах, в общем. Потом от этого варианта в итоге отказался, я так понимаю, как раз таки из-за недостатков механической конструкции. Здесь есть также возможность установки питателей, вот здесь. Ну, это отдельная история, скажем так. Давайте хотя бы разберемся с проектом. Как я уже говорил, здесь много уже решенных проблем. То есть первые версии этого проекта были такие сырые достаточно. Но этот проект, так же как и предыдущий, как Panda Placer, он с проприетарной платой. Но в этом проекте эта плата, вернее ее гербер, да, ее запчасти, то есть прошивка, здесь прям все есть. То есть вы можете взять и целиком полностью повторить этот проект. Здесь есть 3D компоненты, здесь есть бомы, здесь есть плата, здесь есть прошивка. По-моему, только вот за исходники прошивки не скажу, но здесь есть все. То есть вы можете взять и полностью этот проект повторить. Проект достаточно подробный, и с него мы вдохновляться тоже будем. Здесь, правда, тоже мне не все нравится. Сейчас будем делать адаптацию все-таки, скорее всего. Здесь вот центральная часть, например, вот это плата, то есть с дырочками, чтобы там размещать какие-то механические, ну, уже части нужные. То есть, во-первых, плата огромного размера, во-вторых, где я ее делать буду и так далее, и так далее. Здесь мы можем увидеть, вот здесь вся электроника и пневматика собрана в версии 4. В предыдущих версиях там оно где-то было на раме. Мне здесь не нравится что? Здесь как-то вот сместили акцент больше в сторону 3D запчастей, то есть напечатанных запчастей. То есть здесь, как мы видим, ноги вот полностью напечатаны. То есть если в предыдущих проектах там рама практически вся с профиля собиралась, то здесь, например, видите, ноги, они спроектированы для печати на 3D принтере, соответственно, зачем-то они 3D-шные. Вопрос рациональности не совсем понятен, потому что мне кажется почему-то, что данный стол немножко более склонен к перекосам, вибрациям и всему остальному, чем вот предыдущие компоненты, где все алюминиевые части были завязаны алюминиевыми же запчастями, то есть ножки, горизонтальные, вертикальные какие-то части. То есть я, скорее всего, буду выбирать вариант практически большинство из конструкционного профиля алюминиевого V-слот. Единственное, что печатные, скорее всего, будут у меня вот всякие вот эти направляшечки и так далее, и так далее. Тут, кстати, вот центральная, это, скорее всего, ножка здесь. Здесь камера расположена и, скорее всего, ножка, потому что вот этот тонкий лист, вот этот текстолит, он, скорее всего, прогибается, мне кажется так. Мне этот вариант тоже не нравится. Я центральную часть буду делать какую-то очень твердую, которая тоже будет скреплять две половины, потому что есть такое простое правило в ЧПУ: большая прочность, чем больше вес и чем больше демпферов, чем меньшая склонность к вибрациям и большая жесткость конструкции. А жесткость конструкции нам дает точность работы. Ну, при условии, что у нас достаточного допуска вот эти рельсы и все остальное. Так, ну, в общем, тоже тут можно порассматривать. Я это все рассматривал уже. Сейчас вот, наверное, не найду, но где-то здесь есть, в общем, там и платы, то есть там все есть. Это я все тоже уже рассматривал. Вот, нашел, как раз покажу. Ну, давайте вот мейнборда, да, например. Что у нас есть? PDF-ка, схема. Ну, давайте просто посмотрим, что у нас тут есть. Ну, как вы видите, здесь полностью отрисованная схема. То есть в этом плане вообще замечательно. То есть проект очень и очень детализирован. Я не уверен, конечно, что здесь есть гербер. Здесь есть сам проект под CAD-систему. Но, как минимум, и отрисованный компонент здесь, и списки запчастей, и бум-лист, здесь все есть. То есть при желании вы можете полностью повторить эту плату, но опять же, я сейчас от этого варианта отказываюсь, потому что и так достаточно будет проблематично механику, пневматику, всю вот эту штуку повторить. Сейчас изобретать электронику, ну, вернее, не то, что изобретать, повторять чью-то разработку, разводить ее, делать сейчас еще и плату и, возможно, решать проблемы этой платы, то есть, ну, не сильно хочется, то есть я выбрал решение немножко другое. Этот проект, как мы можем видеть, очень-очень детализирован. Здесь есть все, и вы можете его 100% собрать, если будете, ну, следовать всем инструкциям, и если у вас есть все нужное, если вы сможете все купить, и если у вас есть доступ к 3D печати и так далее, и так далее.
Из плюсов также проекта Lumen PNP это то, что он продолжает разрабатываться. И если зайти на YouTube и найти канал автора, то можно увидеть, что сейчас он, например, сделал диспенсер для нанесения паяльной пасты на плату, то есть в этой же программе, то есть на этой же машине. И еще до того, как я нашел этот проект, у меня тоже была идея, но если мы уж делаем платы автоматизированно, если мы устанавливаем сами SMD-компоненты автоматизированно, то почему бы не заменить процесс нанесения паяльной пасты, который в большинстве случаев классический, да, то есть это нужно печатать матрицу трафарет, то есть проводить ракелем и потом устанавливать уже платы для монтажа SMD компонентов. То есть логичным было, что ну почему не автоматизировать этот процесс? Как оказалось, там есть некоторые нюансы, опять же, и это каким-то пятым этапом, после того, как удастся, я надеюсь, все вот то, что я проговорил, сделать ультрафиолетовый лазер, сделать промывку, сделать установщик, то где-то там я уже потом перейду и к диспенсеру автоматическому. Но, опять же, нужно быть немножко поэтапным. Давайте решать проблемы по мере поступления. Но, опять же, вдохновляться этим проектом стоит только потому, что это все уже реализовано и сделано. А раз это сделал кто-то, значит сделать сможем и мы. Вот, например, я открыл, кстати, дизайн платы. Что мы можем понять по дизайну, кстати, этой платы? То, что разработчик решил сделать проприетарную плату, которая будет отвечать всем потребностям устройства, и, соответственно, на ней не будет ничего лишнего. То есть здесь есть у нас некоторый чип, и здесь распаяны вот это 6 идентичных элементов, которые, ну, драйверы. Раз, два, три, четыре, пять, да, 6 драйверов, соответственно, ну и здесь какие-то концевики и все остальное. То есть все, что нужно, ну логично, для сборки какого-то вот прибора на продажу. То есть все правильно, мы сделали типовую плату, в нее воткнули нужные разъемчики, и у нас все работает, у нас нет ничего лишнего. Залили прошивку, скажем так, да. То есть и для производства это, да, это классно, то есть не нужно ничего выдумывать. Как видите, все отрисовано, то есть, ну, пласт работы, конечно, проделан громадный. Как вы видите, я уже могу открыть STL-ки в SolidWorks, потому что, чтобы сделать все то, о чем я говорил, то есть разобраться, посмотреть, сделать свое, адаптировать, напечатать и так далее, нужно было изучить еще и какую-нибудь SAPR. В данном случае я остановился на SolidWorks, потому что это, наверное, оптимальный такой вариант, как раз таки для русскоговорящего человека. Ну вот, и очень понравился по дизайну. Я, то есть, посмотрел разные SAPR для моделирования 3D. То есть, а зачем 3D моделирование? Для того, чтобы прикинуть варианты и плюс просмотреть, понятно, чужие какие-то наработки. То есть это удобно делать в SAPR. Итого, то есть это был этап работ, который, скажем так, состоял из планирования и изучения. То есть, понятно, была вот такая задача, то есть какая-то линия для сборки, для облегчения монтажа, чтобы снизить стоимость, чтобы ни от кого не зависеть, но при этом иметь возможность производить устройства, которые, ну, уже будут выполнять какую-то цель. То есть это могут быть звуковые приборы, это могут быть модули, это могут быть MIDI-киты и так далее и тому подобное. Возможно, даже синтезаторы. Почему нужна такая машина? Почему мне нужен такой ЧПУ? То есть это вопрос, которым, наверное, многие зададутся. То есть зачем ты можешь сесть и запаять эту плату? Я ведь это уже делал. Дело в том, что вот эта простая плата, да, я могу сесть ее и за какое-то время быстренько запаять. Но некоторые устройства, которые я разрабатываю и делаю, уже нельзя назвать простыми. Например, та же плата, вторая версия Maestro, новое цифровое сердце для Maestro или Maestro 2.0. То есть она уже не такая простая, и там SMD компонентов в разы больше, даже не 40 и не 50, наверное. А есть желание эти платы, соответственно, вынести в массы, то есть, ну, чтобы они были доступны, чтобы любой человек мог отремонтировать свой Maestro, либо получить возможность установки на него MIDI и вот всех тех модов, которые я для него разрабатываю, почему бы и нет, по какой-то разумной цене доступной. А чтобы цена была разумной и доступной, то есть мне нужно максимально автоматизировать производственный процесс.
Вот, ввиду того, что привлекать я никого не буду, потому что, опять же, есть куча проблем логистики и всего остального. Ну и к этому всему еще, скорее всего, не будет такого потока и такой спрос, чтобы всем этим заморачиваться. Пока что на текущий момент. Поэтому начинать будем с малого. То есть автоматизированная линия для производства и сборки плат и приборов в домашних, так сказать, условиях. То есть мелкосерийное производство. Итак, работа, которая была проведена. Сейчас вы перед собой видите такой некоторый план. То есть, ну, во-первых, я завел в любом случае себе репозиторий локальный, чтобы агрегировать туда результаты своей работы, потому что, скорее всего, по итогу у меня получится немножко другой проект. В данном случае, в идеале, когда мы все завершим, надеюсь, все получится, это будет некоторый универсальный ЧПУ станок для расстановки SMD компонентов, для засветки лазером фоторезиста и для возможности нанесения паяльной пасты на плату. То есть логично, что все этапы вот эти производства, они так или иначе завязаны на позиционирование. И было бы глупо как-то разносить, например, нанесение паяльной пасты от монтажа SMD компонентов или, например, от того же засвечивания фоторезиста, если мы это все делаем сразу. То есть, понятно, кладем большую какую-то заготовку, например, там А4 либо больше размера, и делаем сразу десяток плат. То есть наносим, скажем так, дорожки на 10 плат, потом, понятно, мы эту плату демонтируем, производим процесс травления, автоматизированный, скорее всего. Будет некоторая установка, которая будет промывать, травить по таймеру и так далее. То есть производится процесс травления, потом производится процесс промывки. И результатом у нас будут вытравленные дорожки. Да? То есть после этого будет какой-то момент нанесения фоторезистивной маски для засветки, то есть подготовка платы, да? То есть чтобы нанести на нее слой маски. То есть там еще не придумал, ну, опять же, надо подумать, это не самый важный момент, скажем так, ну, пока что классический ручной способ, стекло и так далее, и так далее. Вот, потом мы полученную текстолитовую основу с нанесенным фоторезистивным слоем маски монтируем на то же самое посадочное место, где он стоял в ЧПУ при отрисовывании дорожек, потому что координаты же те же, размер тот же, толщина тоже, то есть проведя один процесс калибровки для одного типа плат, то есть его не нужно повторять. То есть я сейчас вот больше за оптимизацию, за построение этапов работы. То есть на этом же приборе мы запускаем засветку, получается маски. То есть должно засветиться все, кроме пятачков. Засвечиваем, опять же, на одной заготовке, там, ну, условно, 10 плат, достаем и все туда же, в отмывку, отмываем, потом как это называется, запекаем маску. То есть и где-то вот в этом моменте у нас должна получиться плата, только без шелкографии, да, то есть, условно говоря, пятачки и маска. В первом приближении уже хорошо. Вот. Потом мы берем, условно говоря, либо лудим это все, переходные отверстия делаем, это такой необязательный этап работ. Возвращаем, опять же, заготовку в станок, в ЧПУ и производим нанесение паяльной пасты, желательно автоматизированная. После того, как мы нанесли паяльную пасту, не снимая плату, то есть мы просто запускаем программу по расстановке компонентов. То есть расставляем компоненты. В итоге мы получаем заготовку на 10 плат с полностью нанесенной паяльной пастой и расстановленными SMD компонентами. Мы демонтируем эту плату, снимаем и запекаем по термопрофилю в термопечке. Возможно, после этого какой-то еще распил должен быть, скорее всего. Да, то есть фрезеровка. Хотя этот процесс может быть раньше, но вот для автоматизации мы ее в конец можем вынести. Тут нужно посмотреть, не влияет ли фрезеровка как-то механически на прочность пайки всего, то есть такой спорный момент. Либо нужно заранее вот тот текстолит после уже травления нафрезеровывать в нем линии разлома, то есть не меняя механической конфигурации размера платы, да, чтобы не сбились координаты, подготовить его под
под разлом уже потом плат. Вот, в итоге у нас получится платы с маской, с расстановленными компонентами. И дальше там уже вопрос только идет ручной установки корпусных элементов, разъемов, ну и так далее. Примерно такая идея. Примерно такой какой-то цикл. И именно благодаря автоматизации этот цикл очень сильно упрощается, потому что человека часов на это будет уходить намного меньше. А благодаря оптимизации трудозатраты человека часов мы получаем как раз таки снижение стоимости для возможности формирования более какой-то правильной цены, доступной клиенту, человеку, пользователю. Вот.